Олег проснулся от того, что Марина смотрела на него. Не просто смотрела. Изучала, словно пытаясь прочесть что-то, написанное мелким шрифтом на его лице. Ее глаза в полумраке спальни казались странно блестящими, почти стеклянными, и в них отражался тусклый свет уличного фонаря, пробивающийся сквозь неплотно задвинутые шторы. «Доброе утро», — прошептала она, и улыбка скользнула по ее губам так быстро, что он не успел понять, была ли она настоящей. «Ты давно не спишь?» — спросил Олег, потягиваясь. «Недавно. Просто смотрела на тебя. Ты такой красивый, когда спишь. Беззащитный. Что-то в этом слове. Беззащитный». Кольнуло его неприятно, но он отмахнулся от чувства, как от назойливой мухи. Марина уже вскочила с кровати, босиком пробежала к окну, распахнула шторы. Утренний свет ворвался в комнату, безжалостный и яркий. «Сегодня суббота», — объявила она. «Давай никуда не пойдем, весь день только вдвоем. Я приготовлю твои любимые сырники, мы посмотрим тот сериал и просто будем вместе». Олег вспомнил, что обещал Даниилу помочь с переездом. Его старый друг снимал новую квартиру, и помощь была нужна именно сегодня. Грузчиков не нашли, а у Даниила спина после старой травмы. «Мариш, я вообще-то обещал Даньке». Она замерла у окна. Свет падал на нее сзади, превращая ее фигуру в темный силуэт, и Олег не мог разглядеть выражение ее лица. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Тишина растянулась, как резиновая лента, готовая лопнуть. «Понятно», — произнесла она наконец, и голос ее стал тонким, как осколок стекла. «Снова твои друзья важнее меня». «Да нет же, просто я обещал...» «Всегда кто-то важнее», — продолжала она, и в голосе появилась дрожь. «Друзья, работа, спортзал, а я просто здесь, жду, всегда жду». Олег встал с кровати, подошел к ней. Ее плечи мелко вздрагивали. Она не плакала. Пока не плакала, но он знал, что это вопрос нескольких секунд. «Мариночка, не надо так. Я просто помогу ему пару часов». «Пару часов», — повторила она, и теперь слезы уже блестели в ее глазах. «А потом еще пару. А потом он позовет вас в бар отметить, и ты вернешься поздно пьяной, и я снова буду одна, как всегда. Но ты же знаешь, что это не так». «Знаю». Она резко обернулась к нему, и слезы, наконец, покатились по ее щекам. «Я ничего не знаю, Олег. Я знаю только, что мне плохо, когда тебя нет. Мне страшно. Я не могу без тебя, и ты это знаешь, но тебе все равно». Олег почувствовал, как внутри него что-то сжимается. Вина. Густая, тяжелая вина, которая наполняла его грудную клетку, как вода заполняет трюм тонущего корабля. «Хорошо», — услышал он собственный голос. «Хорошо. Я позвоню Даньке, скажу, что не смогу». Слезы на лице Марины высохли так же быстро, как появились. Она обняла его, зарылась лицом в его грудь. «Спасибо», — прошептала она. «Спасибо, мой хороший. Я так тебя люблю. Так сильно. Ты же знаешь». Олег обнял ее в ответ, но странное чувство не отпускало. Он чувствовал себя так, словно только что избежал чего-то ужасного. Наказание.
от которого она милостиво его избавила. Но ведь он ничего плохого не собирался делать. Просто помочь другу. Телефон лежал на тумбочке. Олег взял его, написал Даниилу. «Прости, братан, не смогу сегодня. Дела». Ответ пришел почти сразу. «Серьезно?» «Олег, ты же знаешь, как мне нужна помощь». Потом. «Это опять она». Олег выключил телефон. Марина улыбалась, накрывая на стол. В квартире пахло ванилью и корицей. За окном светило солнце. Все было хорошо. Так почему же ему было так тошно? Прошло 6 месяцев. Олег больше не замечал, как это происходит. Каждое его решение проходило через невидимый фильтр. Что скажет Марина? Как она отреагирует? Не расстроится ли? Спортзал отменен. У меня болит голова. Пожалуйста, побудь со мной. Корпоратив на работе пропущен. Они же все напьются и будут флиртовать с чужими женами. Ты же не такой, правда? День рождения матери сокращен до часа. Твоя мама всегда так странно на меня смотрит. Мне некомфортно. Ты же не хочешь, чтобы мне было плохо? Друзья перестали звонить. Даниил написал последнее сообщение 3 месяца назад. «Чувак, если захочешь поговорить, я здесь. Но я больше не буду навязываться». Олег даже не ответил. Было легче просто не думать об этом. Квартира, в которой они жили, стала похожа на аквариум. Уютный, теплый, с мягким светом и приятной музыкой. Но аквариум. Олег плавал в нем кругами, каждый день по одному и тому же маршруту. Работа, дом, постель, работа. Марина всегда была рядом. Когда он просыпался, когда засыпал, когда выходил из душа. Она улыбалась, обнимала, целовала. Говорила, как сильно любит его, что он ее спасение, как без него она не выживет. «Ты же понимаешь», — шептала она по ночам, когда они лежали в темноте, «что ты для меня все, что у меня есть. Если ты уйдешь, я умру, просто умру». «Не говори так», — отвечал Олег, гладя ее по волосам. «Но это правда. Я не могу без тебя дышать». И он верил. Верил, что она хрупкая, что ей нужна защита, что он не имеет права причинить ей боль, что любовь — это когда ты готов отказаться от всего ради другого человека. Но почему тогда он чувствовал себя пустым? В один из вечеров Олег стоял у окна, смотрел на улицу. Там внизу люди спешили куда-то, смеялись, разговаривали по телефонам. Он не помнил, когда в последний раз смеялся по-настоящему. «О чем задумался?» Марина обняла его со спины, положила подбородок на плечо. «Ни о чем». «Врешь. Ты о ком-то думаешь». «О ком?» «Мариш?» «Да ни о ком. Просто устал». «Устал от меня?» Вопрос прозвучал мягко, но в нем была железная удочка с острым крючком на конце. «Нет. Конечно, нет. Просто на работе много задач». «Точно от работы?» Она развернула его к себе лицом, заглянула в глаза. «Или ты познакомился там с кем-то? С какой-нибудь коллегой? Той рыженькой из бухгалтерии?» «Что? Марина, какая рыженькая?» «Ты думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь?» «Я даже не знаю, о ком ты...» «Значит, я сумасшедшая». Голос ее дрогнул. «Значит, я все придумываю. Может, мне к психиатру пойти?» «Нет, я не это имел в виду. Ты хочешь, чтобы я сошла с ума? Чтобы меня забрали? Чтобы от меня избавиться?» Слезы. Всегда слезы.
Олег обнял ее, начал успокаивать, извиняться за то, чего не делал, не думал, не чувствовал, извиняться за то, что существует. Позже, когда она уснула, он сидел в туалете, единственном месте, где можно было закрыть дверь, и смотрел в зеркало. Лицо, смотревшее на него, было чужим, серым, пустым. «Кто ты?» — хотел спросить он у своего отражения. Но отражение молчало. Все изменилось в четверг. Четверг, 23 апреля. Олег запомнил эту дату, потому что именно в этот день он впервые подумал: «Я не хочу возвращаться домой». Мысль пришла внезапно, когда он сидел в офисе после работы. Все уже разошлись, в здании было тихо, только гудел компьютер, и где-то далеко разговаривали уборщицы. Олег смотрел в монитор. На экране висел отчет, который он должен был закончить, но пальцы не двигались. Телефон завибрировал. Сообщение от Марины. «Когда домой?» Через минуту: «Я волнуюсь». Еще через минуту: «С тобой все хорошо? Почему ты не отвечаешь?» «Олег!» Он посмотрел на экран телефона и почувствовал не вину, не страх, ярость, чистую, жгучую ярость, которая поднялась откуда-то из глубины живота и разлилась по всему телу. Он выключил звук в телефоне, вышел из офиса, пошел пешком. Просто шел по городу, не зная куда, впервые за много месяцев без цели, без маршрута, без Марины в голове. Он шел и дышал. Воздух был холодным, пахло дождем и свежестью. Олег поднял лицо к небу, закрыл глаза. Капли дождя били по лицу, и от каждого удара что-то внутри него просыпалось. Он дошел до старого парка, где они когда-то гуляли с Даниилом. Здесь была площадка с турниками, они приходили сюда заниматься по выходным, потом покупали кофе в автомате и болтали о всякой ерунде. Олег подошел к турнику, подтянулся. Мышцы отозвались болью, он не занимался уже почти год. Подтянулся еще раз и еще, пока руки не задрожали, пока все тело не налилось огнем. Он спрыгнул на землю, присел на мокрую скамейку, задыхаясь, и заплакал. Плакал тихо, зло, через стиснутые зубы. Не от грусти, от ярости. На себя. На то, что позволил. На то, что не заметил, как его жизнь превратилась в клетку размером с двухкомнатную квартиру. Телефон в кармане гудел, не переставая. 20 пропущенных. 30. 40. Олег достал его. Открыл сообщение. «Где ты?» «Я вызываю полицию. У меня паническая атака, мне плохо, мне очень плохо. Ты бросил меня умирать. Я приняла таблетки. Это конец». Олег знал, что это неправда. Знал, что никаких таблеток она не принимала, что это очередной крючок, очередная удочка, заброшенная в его сердце. Но тело отреагировало раньше разума. Он вскочил, поймал такси, помчался домой. Всю дорогу сердце билось так, что казалось, сейчас разорвет грудную клетку.
Он влетел в квартиру, распахнул дверь в спальню. Марина сидела на кровати, целая, здоровая, в руках телефон, на лице слезы. Но когда она подняла на него глаза, Олег увидел не боль. Он увидел что-то другое, что-то холодное и внимательное. Она смотрела на него так, как смотрят на экспериментальную мышь. Подействует ли новая доза? Подействовала. Это длилось долю секунды. Но Олег успел. Успел заметить. И внутри него что-то треснуло. «Ты пришел», — прошептала она, и слезы хлынули с новой силой. «Ты пришел, мой хороший. Я так боялась, что ты меня бросил». Она вскочила, обняла его, зарыдала в его куртку. А он стоял, не обнимая ее в ответ, и смотрел поверх ее головы на стену. На стене висела их фотография. 2 года назад, в самом начале. Они смеялись, обнимались. Олег на фотографии был другим, живым. «Я больше так не могу», — сказал он вслух. Марина замерла. «Что?» Она отстранилась, посмотрела на него снизу вверх. Губы дрожали. «Что ты сказал?» «Я сказал, что не могу так больше». «О чем ты? О чем ты говоришь, Олег?» Он молчал. Внутри что-то менялось, переворачивалось, складывалось в новую картину. Он видел вдруг все очень четко. Каждую сцену, каждые слезы, каждое «мне плохо», каждое «я умру без тебя». Не как проявление любви, как инструменты. «Ты манипулируешь мной», — произнес он тихо. «Что?» Марина отшатнулась, словно он ударил ее. «Как ты можешь? Как ты смеешь? Я люблю тебя. Я... Каждый раз, когда я хочу что-то для себя, ты плачешь. Каждый раз, когда я собираюсь выйти, ты заболеваешь. Каждый раз, когда мне хорошо не с тобой, ты делаешь так, чтобы мне было плохо». Это манипуляция, Марина. Ее лицо исказилось. Гнев, боль, паника — все смешалось в одну гримасу. Значит, я манипуляторша? Я монстр? Я так кто виноват? А ты? Ты святой, да? Я не святой. Но я человек. И у меня есть право на свою жизнь. На свою жизнь! Она засмеялась истерически. На свою жизнь без меня? Так и скажи. Ты хочешь меня бросить? Я не хочу тебя бросать. Я хочу, чтобы мы были нормальной парой, где каждый может дышать. Дышать? Она схватилась за грудь. Я не могу дышать без тебя. Ты для меня воздух. И если ты уйдешь, я задохнусь. Я просто задохнусь. Ты этого хочешь? Олег смотрел на нее, на слезы, на дрожащие руки, на отчаянный взгляд и не чувствовал вины. Впервые за 2 года не чувствовал. «Нет, Марина», — сказал он спокойно, — «ты не задохнешься, ты будешь дышать, как дышала до меня, как дышат миллионы людей без того, кого контролируют». «Контролирую?» Голос ее взлетел до визга. «Я контролирую! Я просто люблю!» Любовь не запирает в клетку. Она замолчала. Стояла, трясясь всем телом. Потом медленно опустилась на пол, свернулась калачиком. «Уходи», — прошептала она. «Уходи, раз я такая страшная. Уходи и оставь меня умирать». Раньше он бы сел рядом, обнял бы, извинился. Но сейчас он просто взял ключи со стола и вышел.
Олег не помнил, как добрался до Даниила. Помнил только, что стоял под дверью, мокрый от дождя, и не мог нажать на кнопку звонка. Рука дрожала. Что, если Даниил не откроет? Что, если скажет: «Ты сам сделал свой выбор»? Но дверь распахнулась раньше, чем он нажал кнопку. Даниил стоял на пороге в домашних штанах и растянутой футболке. «Чувак», — сказал он просто, — «заходи». Они сидели на кухне. Даниил молчал, Олег молчал. Чайник закипел. Даниил налил 2 стакана. Поставил один перед Олегом. «Расскажешь или просто посидим?» Олег обхватил горячий стакан ладонями. Тепло было почти болезненным, но это чувствовалось. Хоть что-то чувствовалось. Я ушел от нее. Окончательно? Не знаю. Нет. Наверное, нет. Я просто не смог там находиться. Даниил кивнул. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он через паузу. «О том, что ты наконец-то вышел из тумана». «Что?» 2 года, Олег. 2 года я смотрел, как ты исчезаешь. Как от тебя остается все меньше. Сначала ты перестал приходить на встречи, потом отвечать на звонки, потом улыбаться. Ты стал как призрак самого себя. Понимаешь?» Олег молчал. Ком в горле мешал говорить. «Я пытался поговорить с тобой. Раз 10 пытался, но ты всегда защищал ее. Говорил, что я не понимаю, что она чувствительная, что ей нужна поддержка. И я отступил. Потому что нельзя спасти человека, который не хочет, чтобы его спасали». «Я думал, что люблю ее», — выдавил Олег. «Думал, что так и должно быть. Что любовь — это когда ты готов на все. Любовь — это не самопожертвование, брат. Это баланс. Когда двоим хорошо вместе, а не когда один съедает другого». Телефон Олега завибрировал. Потом еще раз. И еще. Даниил посмотрел на него. «Она?» Олег кивнул. «Не смотри, пока не будешь готов». Но Олег уже открыл сообщение и пожалел об этом. «Меня скоро не станет. Прощай». Кровь отхлынула от лица. «Что случилось?» Даниил вскочил. «Она говорит, она написала, что что-то сделает с собой». «Покажи». Олег протянул телефон. Даниил прочитал, покачал головой. «Олег, ты понимаешь, что если бы она действительно что-то бы с собой сделала, она бы не писала сообщения. Но вдруг... Звони в скорую, дай им адрес, пусть проверят. А ты не едь». «Как не едь?» «Не едь», — жестко повторил Даниил. «Потому что если ты поедешь, все начнется заново. Она поймет, что это работает. И в следующий раз сделает что-то еще более страшное. И потом еще. Пока не дойдет до настоящей трагедии. Понимаешь?» Олег дрожащими руками набрал номер скорой. Продиктовал адрес. Объяснил ситуацию. «Мы отправим бригаду», — сказал диспетчер спокойно. «Такие звонки — не редкость». Олег положил телефон на стол. Руки тряслись так сильно, что чай расплескался на скатерть. «Дыши», — сказал Даниил. «Просто дыши». Они ждали 30 минут. Каждая минута длилась как час. Олег представлял ее лежащей на полу, представлял, как входит слишком поздно. Телефон зазвонил. Незнакомый номер. «Алло? Это вы звонили на скорую? По поводу девушки?» «Да. С ней все хорошо?» «С ней все в порядке. Никаких повреждений. Она не открывала дверь и не подавала звуков. Пришлось взломать. Но она здорова.
правда, очень агрессивно. Мы рекомендуем обратиться к психиатру. Олег закрыл лицо руками. Даниил положил ладонь ему на плечо. Видишь? Все именно так, как я говорил. Олег не плакал. Внутри было что-то хуже слез. Пустота. Холодная, липкая пустота. «Что со мной не так?» — спросил он тихо. «Почему я позволил ей делать это со мной?» «Потому что ты человек», — ответил Даниил. «Потому что ты хотел помочь. Но нельзя помочь тому, кто не хочет помощи. Можно только утонуть вместе». Ту ночь Олег провел на диване у Даниила. Не спал. Смотрел в потолок и слушал, как за окном шумит дождь. Где-то к утру он понял. Нить оборвалась. Он, наконец, свободен. И это было страшнее, чем быть в плену. После той ночи у Даниила Олег вернулся домой. Он знал, что это ошибка. Чувствовал каждой клеткой. «Не надо, не возвращайся, беги». Но страх был сильнее. Страх, что она действительно что-то сделает с собой. Страх, что он окажется чудовищем, бросившим любимого человека в беде. «Просто поговорю с ней», — убеждал он себя, поднимаясь по лестнице. «Объясню спокойно. Мы же взрослые люди. Можем все обсудить». Марина открыла дверь сразу, будто стояла за ней и ждала. Лицо опухшее от слез, глаза красные. Она молча шагнула к нему и обняла, так крепко, что он почувствовал, как ее пальцы впиваются в его спину. «Ты вернулся», — прошептала она в его грудь. «Я знала, что ты вернешься, потому что мы любим друг друга. Правда ведь? Мариш, нам нужно поговорить». «Потом», — перебила она. «Давай потом. Я так устала. Мне было так страшно. Просто побудь со мной. Пожалуйста». И он остался. Следующие 2 недели были странными. Марина вела себя идеально. Готовила, улыбалась, не плакала, когда он собирался на работу. Она будто превратилась в ту девушку, в которую он влюбился 2 года назад. Легкую, смешливую, понимающую. Олег начал думать, может, я преувеличивал? Может, просто был кризис, и он прошел? Даниил звонил несколько раз. Олег не отвечал. Потом написал: «Все нормально. Мы решили попробовать еще раз. Дай нам время». Даниил ответил только «Окей». Больше не писал. Олег понимал, что друг разочарован. Но что он мог сделать? Марина действительно изменилась. Она старалась. Разве не должен был дать ей шанс? Но на 3-й неделе что-то начало возвращаться. Сначала маленькими намеками. «А почему ты так долго на работе?» «Кто это звонил?» «Ты стал холоднее». Потом первые слезы. «Я чувствую, что ты отдаляешься». Нити, которые он оборвал, медленно сплетались заново. И вот однажды утром, когда Олег собирался на работу, телефон завибрировал. Сообщение от сестры Даниила. Данил в больнице. Обострение старой травмы спины. Больница номер 7, палата 15. Сердце ухнуло вниз. Олег сразу понял. Это из-за того переезда. Из-за того самого дня, когда он не пришел. Марина стояла на кухне, наливала кофе. Увидела его лицо. Нахмурилась. Что случилось? Даниил в больнице. Пауза. Она медленно поставила чашку на стол. Серьезно? Спина. Обострение.
Олег уже искал куртку. «Мне нужно к нему». «Сейчас?» В ее голосе появилась знакомая нотка. «Но ты же на работу собирался». «Я позвоню на работу, скажу, что задержусь». «Олег?» Она подошла к нему, положила руку на плечо. «Мне сегодня плохо. У меня опять сердце. Побудь со мной, пожалуйста. Хотя бы до обеда». Он посмотрел на ее руку, на лицо, на глаза. И впервые за 2 недели увидел то, что пытался не замечать. Она проверяет. Снова проверяет, насколько крепко держат нити. Внутри что-то переломилось окончательно. «Нет, Марина», — сказал он тихо, но твердо. «Я еду к другу». Она смотрела на него так же, как тогда, когда он вернулся из парка. Проверяла, измеряла силу его привязанности, тестировала, насколько крепко держат невидимые нити. «Марина», — произнес он спокойно, — «с твоим сердцем все в порядке». «Что?» Она вскочила на ноги, словно от удара током. «Как ты можешь? Мне действительно плохо». «Нет. Тебе плохо только, когда я ухожу. Когда я остаюсь, ты прекрасно себя чувствуешь. Это не болезнь, Марина. Это манипуляция». Ее лицо исказилось. Маска скорби треснула, и под ней мелькнуло что-то другое. Ярость, чистая и холодная. «Значит, я для тебя манипуляторша? Значит, я притворяюсь?» «Я не знаю, притворяешься ли ты или действительно чувствуешь то, что говоришь, но я знаю, что не могу больше быть твоим заложником». «Заложником!» Она засмеялась, и смех этот был как разбитое стекло. «Я тебя люблю. Я отдала тебе всю себя. Я жила только тобой. И ты называешь это заложничеством». Любовь — это не когда ты живешь другим человеком. Это когда вы живете вместе, но каждый остается собой. «Красиво говоришь», — прошипела она. «Начитался умных статей? Или это твой друг Даниил научил? Он всегда меня ненавидел. Всегда настраивал тебя против меня. Даниил никогда не говорил о тебе плохо. Но он видел, что происходит со мной. И я сам это вижу теперь». Марина шагнула к нему. Лицо ее было белым, губы тряслись. «Если ты сейчас уйдешь», — прошептала она, и в голосе появились стальные нотки. «Я сделаю это. Ты же знаешь, что я не шучу. Я действительно сделаю это». «Нет», — ответил Олег, — «не сделаешь, потому что тебе не нужна смерть. Тебе нужен контроль. А я больше не играю в эту игру». Он развернулся и пошел к лестнице. За спиной услышал ее крик. «Я ненавижу тебя! Ненавижу! Ты разрушил мою жизнь!» Дверь подъезда захлопнулась, отрезав звук. Олег стоял на улице под мелким дождем и дышал. Воздух был холодным, влажным, и он наполнял легкие так, как не наполнял уже много месяцев. Свобода. Она была страшной, болезненной, но настоящей. Больница пахла хлоркой и чем-то кислым. Олег поднялся на 3-й этаж, нашел палату номер 15. Дверь была приоткрыта. Внутри на кровати лежал Даниил, бледный, с синяками под глазами. Когда Олег вошел, Даниил повернул голову и слабо улыбнулся. «Явился. Думал, не придешь». «Прости», — выдохнул Олег. «Прости, что не помог тогда. Прости за все». «Да ладно, чего там?» Даниил попытался приподняться, поморщился. «Хотя, если честно, тогда я на тебя был зол. Очень зол. Думал,
Блин, братан, ну сколько можно? Когда ты очнешься? Я очнулся. Даниил внимательно посмотрел на него. Похоже на правду. Ты другой. Будто... Не знаю, как сказать. Будто из тебя что-то вытащили. Крючок. Тихо произнес Олег. Из меня вытащили крючок. Они помолчали. За окном больницы кто-то курил, дым поднимался в серое небо. «Как она?» — спросил Даниил осторожно. «Не знаю. Я ушел. Она кричала, что ненавидит меня, что я разрушил ее жизнь». Она так считает? Не знаю, что она считает на самом деле. Я больше не могу разбираться в ее голове. Я устал, Дань. Так устал, что просто хочу лечь и не вставать. Тогда ляг. Серьезно. Возьми больничный, отоспись, приведи голову в порядок. Ты имеешь право на слабость, чувак. Олег сел на стул рядом с кроватью, закрыл лицо руками. И только сейчас понял, что дрожит. Все тело мелко трясется, словно после долгого холода. «Знаешь, что самое страшное?» — произнес он сквозь пальцы. «Не то, что она так делала, а то, что я позволял. Что где-то глубоко внутри я чувствовал, что что-то не так, но гасил это чувство, говорил себе: ты просто эгоист, ты не умеешь любить. А на самом деле ты пытался выжить», — закончил за него Даниил. «Это называется газлайтинг, если что. Когда тебя убеждают, что твоя реальность не настоящая, что ты сам все придумал, что проблема в тебе. Я читал об этом, но не думал, что это может быть так незаметно, без криков, без насилия, просто слезы и вина. Эмоциональное насилие самое незаметное, синяков не оставляет». Олег поднял голову, посмотрел на друга. «Как ты держишься?» «На таблетках и силе воли». Даниил усмехнулся. «Врач сказал, что если бы я еще день потянул, мог заработать паралич. Представляешь? Один проклятый день. Господи, Дань. Эй, не надо. Все нормально. Я сам виноват, надо было раньше обратиться. Просто думал, что перетерплю. Мужики же не жалуются, да?» «Мужики тоже люди», — тихо сказал Олег. «Вот именно». Они сидели в тишине. За стеной кто-то кашлял, где-то далеко звякала каталка. Медсестра прошла мимо двери, переговариваясь с кем-то по рации. «Что ты будешь делать дальше?» — спросил Даниил. «Не знаю. Наверное, заберу вещи. Съеду. Мама давно предлагала пожить у них, пока не найду квартиру. А с ней говорить будешь?» Олег покачал головой. «Не сейчас. Может быть, потом. Когда пройдет время. Когда я смогу смотреть на это спокойно. Но сейчас мне просто нужно вдохнуть». Телефон в его кармане завибрировал. Потом еще раз и еще. Олег достал его, посмотрел на экран. Марина. 20 пропущенных. 40 сообщений. Даниил приподнялся на локте, несмотря на боль. «Не читай. Пока не будешь готов». «Я знаю», — ответил Олег. «Но все равно страшно. Вдруг она действительно что-то сделала с собой. Если бы сделала, писать бы не смогла. А если после?» «Олег», — жестко сказал Даниил, — «послушай меня внимательно. Ты не отвечаешь за ее жизнь. Понял? Ты не ее терапевт, не ее спаситель, не ее смысл существования. Ты просто человек, который пытался любить и не смог больше. Это не преступление. Но если она что-то сделает, это будет ее выбор. Не твоя вина.
Ее выбор. Запомни это. Олег зажмурился. Слова Даниила были правильными, но от них не легчало. Внутри все еще сидел крючок, не такой большой, как раньше, но все еще цеплялся за мягкие ткани. «Мне кажется, я никогда не смогу полюбить снова», — прошептал он. «Сможешь», — уверенно ответил Даниил. «Просто сейчас тебе нужно полюбить себя, вернуть себя, вспомнить, кто ты без нее. И когда вспомнишь, поймешь, что настоящая любовь не делает больно. Она делает свободнее». Олег вернулся в квартиру поздно вечером, после больницы. Ключ провернулся в замке тихо. Он вошел, прислушиваясь. Тишина. Марины не было. Он прошел в спальню, включил свет. Кровать была аккуратно застелена. На подушке лежала записка, написанная ее почерком: «Забирай вещи». Я ушла к маме. Не пиши и не звони мне. Ты получил то, что хотел. Свободу. Надеюсь, она тебя согреет холодными ночами. Олег сел на край кровати, держа записку в руках. Чувства смешивались в тяжелый ком. Облегчение, грусть, вина, гнев. Все одновременно. Часть его хотела позвонить ей, извиниться, вернуть все, как было. Но другая часть, та, которая только-только начинала дышать, знала — это конец. И это правильный конец. Он начал собирать вещи. Одежда, книги, ноутбук. Все помещалось в 2 пакета и рюкзак. Странно мало для 2 лет жизни. Когда он убирал вещи из ящика тумбочки, нашел старую фотографию. Он с друзьями 3 года назад на чьем-то дне рождения. Все смеются, обнимаются. Олег на фото выглядит счастливым. Он не помнил, когда в последний раз чувствовал себя таким. Телефон снова завибрировал. Олег посмотрел на экран. Не Марина. Неизвестный номер. Он ответил. «Алло? Олег? Это я. Мама Марины». Сердце ухнуло вниз. «Да, слушаю. Марина у меня. Она рассказала, что вы расстались». Голос женщины был усталым, но спокойным. «Я хотела с тобой поговорить. Я понимаю, что вы на ее стороне...» «Олег, я не на чьей-то стороне. Я на стороне правды». Пауза. «Марина всегда была сложной. Я знаю, что с ней нелегко. Я знаю о ее слезах, о ее приступах, о том, как она умеет заставлять людей чувствовать вину». Олег молчал, не зная, что ответить. «Ее отец ушел от нас, когда ей было 8», — продолжала Наташа. «Он не выдержал. Сказал, что она высасывает из него жизнь. Я тогда не поняла. Думала, что он жестокий. Но потом я стала замечать, как она манипулирует мной. Как слезы появляются именно тогда, когда нужно. Как она никогда не виновата, а виноваты все вокруг. Почему вы мне это говорите? Потому что ты не первый. И, боюсь, не последний. До тебя был Саша. Он тоже ушел измученный. А до него Максим. Она умеет выбирать хороших мальчиков, добрых, с совестью, потому что такими легче управлять. Олегу стало холодно. «Что мне делать?» «Уходи», — просто сказала Наташа, — «и не возвращайся. Я знаю, это звучит жестоко, но поверь мне, это единственный способ. Если ты вернешься, все начнется снова. Она будет обещать измениться, будет плакать, будет говорить, что любит. И первую неделю, может быть, месяц, но будет по-другому. А потом все вернется. Но она же ваша дочь. Именно поэтому я это говорю. Я хочу, чтобы она была счастлива. По-настоящему счастлива.
Она не будет, пока не поймет, что проблема в ней. Но это понимание не придет, если рядом всегда будет кто-то, кто терпит, кто остается, несмотря ни на что. «Ей нужна помощь», — прошептал Олег. «Да, ей нужен терапевт, возможно, даже психиатр, но не парень, не любовь, не еще один человек, которого она разрушит, пытаясь заполнить пустоту внутри себя». После разговора Олег долго сидел на полу, прислонившись спиной к стене. В голове было пусто. Не грустно, не больно, просто пусто. Он допаковал вещи, вызвал такси. Перед выходом оглянулся на квартиру в последний раз. Она выглядела как декорация. Красивая, уютная, но не настоящая. Как и их отношения. Олег стоял на улице под дождем, ожидая такси. Капли били по лицу, по плечам, стекали по шее за воротник, но он не чувствовал холода, чувствовал только странную легкость, будто с его плеч сняли невидимый рюкзак, набитый камнями. Телефон снова завибрировал. На этот раз он посмотрел. «Марина, я знаю, что ты сейчас забираешь вещи. Хочешь знать правду. Мне не больно. Совсем. Потому что я уже давно не люблю тебя. Ты слабый, жалкий. И я потратила на тебя 2 года своей жизни». Олег читал сообщение и чувствовал, как внутри поднимается не боль, а облегчение. Маска упала окончательно. Никаких больше слез. Никакого «я умру без тебя». Только голая правда. Гнев на то, что он посмел уйти. На то, что контроль больше не работает. Он не ответил. Такси подъехало. Водитель, мужчина лет 50, с усталым лицом, помог загрузить вещи в багажник. «Куда едем?» «На улицу Лермонтова», — ответил Олег, садясь на заднее сиденье. «Адрес родительского дома». Машина тронулась. Олег смотрел в окно на проплывающий мимо город. Фонари размазывались в дождевых каплях на стекле, превращаясь в желтые кляксы. Где-то там, в этих улицах, была его прежняя жизнь, друзья, встречи, планы, мечты. Все, от чего он отказался, не замечая, как это происходит. «Тяжелый день?» — спросил водитель, глядя в зеркало заднего вида. «Тяжелые 2 года», — ответил Олег. «Но сегодня они закончились». Водитель кивнул, ничего не спрашивая, и Олег был ему за это благодарен. Они ехали через весь город. Мимо парка, где Олег когда-то занимался на турниках. Мимо кафе, где они с Даниилом встречались каждую пятницу. Мимо кинотеатра, куда он не ходил уже год. Все это было здесь, ждало его. Жизнь не остановилась, пока он был в плену. Она просто шла дальше, без него. Но теперь он мог вернуться. Машина остановилась у знакомого подъезда. Олег расплатился, взял вещи. Водитель помахал на прощание и уехал, оставив его одного под дождем. Олег поднялся на 3-й этаж, позвонил в дверь. Открыла мать. Маленькая, седая, с добрыми глазами, которые сразу же наполнились тревогой, когда она увидела его с вещами. «Олежек, что случилось?» «Мам», — выдохнул он, — «можно я поживу у вас какое-то время?» Она молча обняла его, прижала к себе, и он вдруг почувствовал, как что-то внутри ломается окончательно. Не больно, облегченно.
как ломается скорлупа, когда изнутри вылупляется что-то живое. Он заплакал, тихо уткнувшись в мамино плечо, как в детстве. «Все хорошо», — шептала она, гладя его по голове. «Все хорошо, сынок. Ты дома». 3 месяца спустя. Олег сидел в том же парке, на той же скамейке, где плакал 3 месяца назад. Но сейчас было лето, светило солнце, и в наушниках играла музыка, которую он не слушал 2 года. Просто потому, что Марина говорила, что эта группа депрессивная. Рядом на траве лежал Даниил, полностью восстановившийся после операции. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он, щурясь на солнце. «О чем?» «О том, что ты снова похож на себя. Первый раз за очень долгое время». Олег усмехнулся. «Я сам это чувствую, будто заново учусь быть собой». «Ну и как оно?» «Странно. Страшно иногда, но хорошо». Даниил приподнялся на локтях. «Она больше не пишет?» «Нет. Последнее сообщение было месяц назад. Писала, что встретила кого-то, что он намного лучше меня». «И как ты?» «Честно? Жалко его. Кто бы он ни был». Они помолчали. Где-то неподалеку играли дети, летали чайки, пахло свежескошенной травой. «Знаешь, что самое странное?» — произнес Олег задумчиво. «Я думал, что буду скучать, что будет больно, что захочу вернуться. Но нет, ни разу. Есть грусть иногда, потому во что я верил, потому каким представлял наши отношения. Но по ней самой, по настоящей ей, нет». «Это называется исцеление», — сказал Даниил. «Да, наверное». Телефон Олега завибрировал. Сообщение от коллеги. «Компания завтра после работы. Идешь?» Раньше он бы начал придумывать отговорки. Проверять, не расстроится ли кто-то, если он пойдет. Взвешивать, стоит ли его удовольствие чужих слез. Сейчас он просто написал «Да, буду». И почувствовал, как внутри разливается тепло. «Хочешь услышать смешное?» — сказал Даниил. «Вчера на работе слышал разговор. 2 девушки обсуждали отношения. Одна говорит, если он действительно любит, он должен быть готов на все. А вторая отвечает, если она действительно любит, она не потребует всего». Олег засмеялся. Впервые за долгое время по-настоящему засмеялся, легко и свободно. Вторая умнее. Намного. Они просидели в парке до вечера. Говорили обо всем и ни о чем. О работе, о планах, о новом сериале, о том, что Даниил познакомился с девушкой и пока не знает, как к этому относиться. Когда стемнело, они пошли домой. У метро расстались. Даниил обнял Олега крепко, по-братски. «Спасибо», — сказал Олег. «За что?» «За то, что не ушел. За то, что ждал. За то, что поймал, когда я падал». Даниил похлопал его по спине. «Всегда рад, брат, всегда». Олег шел домой, в съемную однушку, которую снял месяц назад, и смотрел на ночной город. Огни в окнах, машины на дорогах, люди, спешащие по своим делам. Где-то в этом городе была Марина. С новым человеком, которого она медленно заманивала в ту же паутину. Часть Олега хотела предупредить его, написать, позвонить, объяснить, но он знал, это бесполезно. Каждый должен пройти свой путь, проснуться в свой момент, найти силы уйти в свою ночь. Он не мог спасти никого, он мог только спасти себя, и он это сделал. Дома Олег заварил чай, сел у окна, достал блокнот, который купил на прошлой неделе, и открыл на первой странице. Вверху написал
Вещи, которые делают меня счастливым. Первым пунктом написал «Тишина в собственной голове». Потом долго смотрел на эту строчку и улыбнулся. Иногда самые тонкие нити связывают крепче цепей. Они обвиваются вокруг сердца так незаметно, что ты не понимаешь, как задыхаешься, пока не оборвешь последнюю. И только тогда, когда упадешь на колени, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, ты осознаешь ужасную правду. Ты почти перестал дышать, но ты выжил и можешь вдохнуть полной грудью и впервые за долгое время жить. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.